Здравствуйте, друзья! Рада вас видеть на канале Записки пользователя или вы гениальны. Меня зовут Пульхерия. Сегодня, мои дорогие, я особо приветствую любителей зефира. Если вы еще не в рядах любителей зефира, то присоединяйтесь. Это лакомство необыкновенно вкусно и разительно отличается от магазинного. Мы приготовим сегодня зефир очень быстрым, заварным способом. При этом способе приготовления зефир у нас будет стабилизироваться всего лишь 2-3 часа. Чем хорош этот способ? И он прекрасно подходит для начинающих кондитеров, кто еще никогда не делал зефир. Мы сделаем зефир тропический микс. Для его приготовления нам нужен магазинный сок. В состав моего сока входит ананас, киви, персики, апельсины, маракуйя и что-то еще. Вы можете сок взять другого состава. Сока нам нужно 330 мл. Необходим нам белок куриного яйца 60 граммов. Это 2 белка яиц первой категории. Кроме этого, нам необходимо 2 порции сахара. Одна порция сахара у нас на 60 граммов. Она пойдет в белки яиц. Вторая порция сахара у нас на 210 граммов. Она пойдет в сок. Количество сахара дано с учетом того, что в мой сок производитель добавил уже сахар. Если у вас сок без сахара, то необходимо добавить еще 60 граммов сахара. Уменьшать количество сахара нельзя, иначе пострадает структура зефира, и вместо зефира у вас будут жевательные конфеты. Кроме этого, нам нужен глюкозный сироп. Нам потребуется 50 граммов. Для чего его применяют? Для улучшения консистенции и продления срока хранения зефира. Если у вас нет глюкозного сиропа, то его можно заменить, приготовив самим сахарный инвертный сироп. Если вы не хотите готовить сахарный инвертный сироп, то просто еще добавьте 50 граммов сахара. Кроме этого, нам еще понадобится агар-агар. 10 граммов агара силой 900 плюм. Мы используем повышенное количество агар-агара, потому что в нашем соке кислые фрукты, такие как ананасы, апельсины и так далее. Кроме этого, производитель добавил в сок в качестве консерванта лимонную кислоту, а любая кислота разрушает агар, и часть нашего агара будет разрушена. И кроме этого, нам понадобится 1 щепотка соли. Итак, приступаем. Добавляем в дежу белки яиц и соль. И 60 граммов сахара. Если у вас планетарный миксер, мы начнем взбивать, когда закипит у нас сироп. Если у вас ручной миксер и вы работаете без помощника, то сначала вы взбиваете белки яиц, а потом варите сахарный сироп с агаром. И заранее, друзья, готовим инвентарь, потому что времени у нас будет мало. На поднос кладем лист пергаментной бумаги и рисуем круги. Это контуры вашего будущего зефира. Также подготавливаем кондитерский мешок из плотного материала. В мешок вставляем насадку звезда, открытая звезда, закрытая звезда. Много насадок. Берите ту, которую вам нравится. Кондитерский мешок ставим в стакан. И нам нужна будет для того, чтобы переложить зефирную массу в кондитерский мешок, лопатка или большая ложка. И желательно иметь термометр. Итак, приступаем. В кастрюльку добавляем фруктовый сок. Добавляем весь агар и ставим нагревать. Сироп сока с агара непрерывно мешаем. Агар будет стремиться приставать ко дну, и мешать мы его будем весь процесс. Сироп мы будем варить до температуры 106-110 градусов. Все зависит от того, насколько у вас густой будет сок, насколько там будет много пюре. Если сок густой, вы не сможете его уварить до температуры 110 градусов. При 110 градусах вы будете просто со дна собирать уже мармелад и в таком виде его закидывать в дежу миксера. У меня сок достаточно жидкий, поэтому я буду варить сироп до температуры 110 градусов Цельсия. Я вам покажу, у кого нет термометра, как определить готовность сиропа. Белки яиц мы будем с вами взбивать до устойчивых пиков, устойчивого состояния.
И в белки яиц, которые будут взбиваться, мы будем вливать горячий сироп, как только он достигнет необходимой температуры. А белки яиц в это время взбиваются. Агар превратился в гель. И теперь добавляем сахар и глюкозный сироп. И тщательно все размешиваем. Сироп закипел, и я включаю миксер. Сироп с агаром непрерывно мешаем. Взбиваем до устойчивого состояния. Мы должны перевернуть чашу миксера, и меренга у нас должна остаться внутри. И ничего не выпадает, ничего абсолютно из чаши не выпадает. Это готовность белков для того, чтобы мы заливали в них агар. У кого нет термометра, варите пробы на тонкую нить, поднимаете лопатку, и с вашей лопатки должна тянуться тонкая нить сиропа. 9,9. 110. Сироп вливаем тонкой струйкой, не попадая на венчик. Миксер работает на скорости 2/3 от максимальной. Влив сироп, миксер включаем на максимальную скорость и взбиваем 2-3 минуты. Готовую зефирную массу перекладываем в кондитерский мешок. Зефир отсаживаем в форме завитков, розетки. Теперь мы отправляем зефир на стабилизацию. При таком способе приготовления зефир уже может стабилизироваться через 3 часа. Встретимся позже. Друзья мои, зефир стабилизировался, и сейчас его можно снимать с подноса, с пергаментной бумаги и оформлять. И будем дегустировать. Вот, друзья, я вам разломала зефир, и посмотрите, какая у него структура. У него структура суфле. Мы не добавляли сливочное масло, Но во вкусе такое ощущение, что присутствует сливочное масло. Очень вкусный зефир. Я вам советую приготовить зефир на магазинном соке. Готовится он очень быстро, очень просто и стабилизируется. Что касается вкуса, вкус средне-сладкий, сохраняет аромат и вкус сока. Вот такой же по вкусу, как вы пили сок, такой же вкус будет у вашего зефира. Так что выбирайте вид сока и делайте этот зефир. Мои дорогие, получилась настоящая красота и вкуснота. Готовьте зефир по этому рецепту, и он у вас обязательно получится, потому что вы гениальны. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Делайте репосты, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Желаю вам, чтобы вы достигали высокого результата во всех своих начинаниях. С вами была Пульхерия. Пока-пока. До новых встреч в новом видео, друзья.